Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном ролике разберем эксклюзивного героя Анелизис. Она является эксклюзивом события. В принципе, так же, как изначально была у нас Тиамат. И есть информация, что больше баннера не будет на нее. Но также было и с Тиамат. Ее не планировали перезапускать. И, в принципе, сейчас сами видите, что происходит. Баннеры на нее повторялись. И она теперь вообще есть в общем пуле. Надеемся, что также будет и с Анелизис. Но пока что не планируется. Герой у нас из школы Аура. Мне очень понравился. Имеет контроль, щиты, подхил, много всяких полезных тучек, увеличение урона. И также чистка и рассеивание усилений с врага. Также сразу скажу, что есть ошибочное такое мнение, что ей не нужна точность. Якобы из-за вот этого таланта. Потому что тут написано, что игнорирует сопротивление при нанесении урона, который зависит от макс ОЗ, и накладывает немоту. Есть один нюанс, что немоту, да, мы наложим на врага, но рассеивание усилений и станы у нас не сработают. Чтобы в дальнейшем на это время не тратить, сразу покажу. Тут у нас получается Визития с сопротивлением и Эстайон с сопротивлением. У меня здесь получается 33 точности всего лишь. И вот смотрим, что у нас будет происходить. Внимание больше обращаем именно на Аквизитию и на Эстайон. Вот, стана нету. То есть по факту мы повесили только немоту. Стан словил там один герой, у которого сопротивления вообще не было. Но конкретно те герои, у которых сопротивление было завышено, они стан на 5 секунд не словили. Соответственно, если бы у них усиления были, то мы бы их тоже не рассеяли. Но вернемся теперь к самому герою, что она у нас вообще может. Пассивный навык. На этапе расстановки ее можно поставить сзади союзного героя, чтобы создать с ним связь. В начале боя она вызывает одержимость и повышает максимальное здоровье, урон и готовность абсолютного навыка союзного героя. Также она сразу в начале боя входит в состояние, после которого через 5 секунд уже будет активирована ее ульта. То есть такой быстрый старт очень хорошо заходит для арены, ну и скорее всего и на шахматах тоже будет немаловажную роль играть данная пассивка, потому что ультануть на старте это довольно-таки круто при таком ульте, как у нее. Боевой навык у нас восстанавливает героям с аурой 30 энергии ауры и накидывает на всех союзников щит прочностью 10% от максимального здоровья. Также при потере этого щита наносится урон сиянием, зависящий от атаки и от максимального здоровья. Врагам в радиусе 3 на 3 вокруг защищенного союзника. Также если этот щит не сломается или уже просто есть на союзнике щит, то нанесется 100% прочности щита урона сиянием. Кстати, по поводу пассивки, вот этот эффект, он не отображается, но он работает. Я проверял на Хвитар вообще. Происходила и заливка ульты, и повышение урона. Я сравнивал, сколько у него будет бить ульт. Разница была. И, собственно, ее ультимейт, она поднимается в воздух и обрушивается на скопление врагов. Бьет по всей карте, наносит 150% от атаки и 10% от максимума УЗ урон сиянием 2 раза. И с вероятностью 100% накладывает подбрасывание и оглушение на 5 секунд. Чтобы наложить оглушение, нужна будет точность. И также с вероятностью 100% рассеивают все усиления с врагов. Для этого тоже нужна будет точность. Ну и также с вероятностью 100% рассеивают все ослабления со всех союзных героев. Довольно-таки полезная штучка. И тут у нас дальше будет подхил, уже зависит от того, сколько мы имеем энергии ауры. Максимум длится это 8 секунд. Мы будем получать хил 5% от максимального здоровья именно цели. Расход получается 20 энергии ауры в секунду. Соответственно, если меньше, то закончится раньше, чем 8 секунд. И если больше у нас запас, то не дольше, чем 8 секунд все равно будет длиться. Также у нее есть эксклюзивный талант. При наложении щита с помощью боевого мы будем заливать себе ульту на 3%. И перейдем к ее пробуждениям. Пробуждения все, в принципе, хорошие, прям вообще четко все. Поэтому желательно, насколько возможно, ей выкручивать пробуждение. Но опять-таки не забываем, что скоро старт нового сезона, и там тоже нужны крутки, поэтому держим себя в руках, не перебарщиваем. Первое пробуждение у нас, когда боевой навык дает щит, также еще и наносим 100% от атаки урон сиянием врагам в радиусе 3 на 3
вокруг него. Ну, это, в принципе, у нас и было описание сейчас боевого такого, оно, походу, туда добавилось или непонятно, потому что вот это вот было написано уже в боевом, в принципе, в описании. Далее, урон, наносимый союзниками со щитом, увеличится на 10%. Скорее всего, имеется в виду, что именно щит, который дала Анелизис. Также третье пробуждение. В начале боя максимальное здоровье всех героев увеличивается на 10%, и их урон тоже на 10%. Четвертое пробуждение дает нам 30% к здоровью. И пятое пробуждение дает увеличение урона на 30%. Тут написано на всех союзников, но мы проверяли. Сейчас я даже вам покажу, что это работает только на ауру. Также время действия равно с время действия ультимейта. Конкретно привязка идет к вот этому лечению. То есть, когда у нас хилка заканчивается, то есть, не дольше 8 секунд, вот, когда тики хила закончатся, соответственно, этот баф тоже спадет. Сейчас, в принципе, вам покажу. Допустим, ставим перед хвитар, да, и начинаем бой. Статус пассивки не отображается, но вот видели в начале, да, была надпись, что готовность абсолютного навыка увеличена. Ну, оно и здесь видно, что полоска у хвитар увеличена. И вот оно, усиление урона. Оно висит только на Таресии и на самой Анелизис. На других героях усиление вот этого 30% нету. Вот висело. Сейчас еще она рассутанет. В принципе, увидите. То есть на волка и на хвитар не распространяется вот это увеличение урона на 30%. Вот у нас Анелизис 30% увеличение урона и Таресия. Увеличение урона на 30%. Волк и хвитар без вот этих бафов. То есть там хоть и написано, что на всех союзников, но по факту только на ауру работает. Эффект вот этого пятого пробуждения. С ПВЕ и с ареной, в принципе, мы разобрались. Герой этот зайдет и туда просто идеально. И также она не обойдет стороной шахматы. Пачку ауры, в принципе, смысла показывать нет, потому что, это очевидно, что она в любом случае заходит в пачку ауры. Но не только. То есть она также может зайти и, к примеру, к другим командам. У нее есть две привязки. Это стражник и туз. Также можно посмотреть сортировки привязки, с кем она будет активировать вот эти эффекты. Допустим, привязка туз будет играть с Азулом, с Аманлейдой, это понятное дело, Чорок, Настя и Лавкач. Вот эта привязка самая такая нормальная. Я бы, допустим, даже карту теней именно в колоду брал бы из-за этого Азула и пихал бы туда Анелизис, потому что, четверых, да, сложно собрать, но, допустим, даже двое будут давать один заряд вот этого роста каждые 6 секунд. И каждый заряд увеличивает атаку на 5% и защиту тоже на 5%. Максимум 20 зарядов. Вот эти заряды, они постоянные. Единственное плохо, что только на союзника, который самой высокой атакой. Но, тем не менее, мы ему даем и выживаемость, и урон, что весьма неплохо. И также можно активировать связку стражника. Допустим, понятное дело, также это будет с Аманлейдой происходить. И можно ее запихать будет в колоду к заморозке. Она, в принципе, с любой командой замечательно будет играть из-за ее пассивки, из-за ее ультимейта. Но можно тем самым еще и активировать дополнительные эффекты. То есть в случае с заморозкой, да, мы ставим Хахадира там и с ней также Анелизис. Тем самым мы будем бафать и саму Анелизис на усиление защиты, и Хахадира, который, скорее всего, у нас там будет танчить. И по поводу стражника, если там в команде будет их 4, то будем получать еще и уменьшение урона на 30%, что вообще довольно-таки неплохо. Вот, собственно, таким образом она может играть не только с аурой, но и найдет место себе в других командах. В идеале, конечно, как я уже показал, это либо тени, куда нам придется пихать Азула чисто ради связки туза, либо в пачке заморозки, чтобы усилить Хахадира, и он более-менее там вытанчивал. На этом, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Кому там что непонятно, пишите в комментариях, либо в телеграм-канале. До скорых встреч. Всем пока.